Романовы в Польше вновь на ваших экранах. Мы продолжаем партию. Нами правит Анастасия Романова, последний из Романовых. На дворе июнь 1941 года. И в прошлой серии мы разобрались с немцами и с его альянсом. Тем самым у нас теперь в вассалах Германия, Италия и множество стран на Балканах. Но вследом нам в спину вдарил другой противник, это Советский Союз. И вы, наверное, немного удивлены тем, что творится здесь, а это называется... Достаточно интересно. Латвия согласилась на ультиматум Советского Союза. И мои войска здесь без оснащения, потому что я их как раз в этот момент отводил с фронта. А в итоге именно в этот момент Латвия согласилась. На самом деле это очень странно, что до сих пор пароходы не сделали такую нормальную схему, что если страна является вассалом, то подобное должна решать та страна, который руководит данным вассалом. А так как еще за Польшу игрок играет, то логичнее было бы ему дать вариант, согласен ли он отдать Латвию Советскому Союзу или же нет. Это уже давняя схема, она также была и с Бессарабией, и с Албанией. Уже много времени подобные недоработки существуют, но не знаю, почему ее не правят. Ладно, несмотря на все это добро, я надеюсь, мы тут удержим все-таки оборону. Дивизия-то классная, но вот организация нет, к сожалению. А так, сейчас надо будет Латвию отбить, призвать и Эстонию, и Литву, иначе, знаете ли, да, советская взаимопомощь. Сейчас еще и Литва согласится, и мы сами вообще все вот это вот добро можем потерять. Но так, что мы имеем? У нас 1 350 000, промка очень маленькая, 36 военных заводов, 33 фабрики. У Советского Союза в это же время рекрутов под 10 миллионов, но, правда, по промышленности тоже как-то слабовато. Сотка военных максимум, и где-то 70-80 фабрик обычных. Хотя по армии, извините меня, это, конечно, да, это 2 с лишним миллиона солдат, корабли тоже в достатке, ну и авиация в 3 с лишним тысячи, так что здесь мы тоже их не перебьем. В общем, нас ждет достаточно тяжелое противостояние. Надеюсь, мы выйдем победителями и создадим по итогу Славянский Союз. И я тут задумался над подарком для самого себя и решил, что надо бы себе новые наушники прикупить, а то я часто сижу в них, слушаю музыку дополнительно во время записи игры, а им уже достаточно много лет и можно было бы обновить. Поэтому давайте зайдем на e-каталог и вобьем в поиск наушники. Давайте отстартируем следом, потому что здесь очень много разнообразных вариантов и беспроводных, и прочих. Мне же нужны проводные и полноразмерные. И вдобавок к этому без микрофона. Вот, 274 модели, это уже поинтереснее. В итоге у нас тут немало интересных вариантов появилось. Давайте-ка некоторые из них я добавлю для сравнения. Посмотреть, чем они отличаются друг от друга. И окончательно подобрать нужный мне вариант. В итоге 4 варианта я накидал. Притом достаточно разной ценовой категории. И при этих вариантах я очень удивлен, что Sony не сильно так-то опережает аудиотехнику, которая в 2 раза дешевле. Да, конечно, ряд показателей, притом достаточно важных, но не так уж и сильно. Ну и понятное дело, что наушники, уже более-менее такого высокого класса, выдают здесь, конечно, классные частоты, но проблема то, что усиливать их будет сложно, весьма. Поэтому из данных вариантов, наверное, вот эту вот аудиотехнику посмотрим. Достаточно бюджетненький такой вариант, при этом вроде вполне себе неплохой, да еще и с длинным кабелем, что вообще классно. Так что остается теперь только подобрать магазин, где купить, и e-каталог в этом тоже помогает. Видите, разница в 1500 почти, а мы можем так легко нажать «Сравнить цены» и увидеть, что сейчас в том же самом видео самая выгодная цена 3200. И вот так вот легко найти себе хорошенький подарок. Если вы сами хотите себе что-то прикупить, либо же своим близким, родным или друзьям, то заходите на e-каталог по моим ссылкам в описании и подбирайте себе обновки. Мне в итоге удалось сдержать атаку Советского Союза, да и вдобавок к этому еще выйти на вполне себе неплохие границы, вернуть как раз все то, что было нашим. Почти. Самое важное, что мы здесь более-менее снабжение восстановили, хотя оно до сих пор еще не идеальное. Узел здесь еще один не активировался, но так все норм. По поводу рекрутов, которых у меня мало, ибо я очень много их потерял в битве с немцами, я скопировал у них шаблончик, немного его модернизировал под ширину 30-ку, которая теперь хорошо играется. И вот такой вот шаблончик мы теперь можем с вами обучить вполне себе. Кроме того, людей мы здесь будем тратить не так уж и много, всего 1300. Так что это нам только в плюс. Основной упор будет на немецкие военные силы, которых как раз в достатке. У них там, если не ошибаюсь, 4 миллиона как раз и было. Так что нам это с вами пойдет только в плюс. Следом давайте-ка призовем Эстонию. Я здесь даже войска на границу выставил. Кроме того, я не знаю, что творят Советы, но они почему-то передислоцировали войска, ослабили, как видите, границы. И позволили мне даже зайти, у них тут снабжение отобрать. У них теперь вот этот узел вообще без снабжения идет.
Нам еще до Ленинграда здесь, и можно неплохо так отрезать, и этот фронт у них будет страдать. Мне вот, кстати, интересно, если оставить Тишку в такой ситуации, где у него как бы нет снабжения в этом регионе, он будет настраивать сюда базы, как-то пытаться улучшить ситуацию, или же так и будет стоять и страдать от истощения? Призываю Румынию в это противостояние, и Советы, вау, как хорошо начали атаковать, посмотри-ка. Серьезно, они справятся с моими дивизиями, смогут здесь даже пробить. А, не, все-таки держим, отлично. Отлично, отлично. Я думаю, просто сейчас будет все тяжело и весьма грозно, но нет. Заставляем Советов нас атаковать, сами стоим в обороне и... Соединенное Королевство вновь зовет нас в альянс. Спасибо. Вновь хочет, чтобы мы стали в союзниках. Но на самом деле я в этом особого смысла не вижу. У нас концепция между морями есть, и мы скоро создадим с вами между море. Так что я думаю, наш альянс с вами будет интереснее, чем какие-то там союзники. И посмотрите, как хорошо мы ловим их на контратаках. Вполне себе неплохо. Идем вперед. Да, нормально. Шаблон в 30-ку себя показывает вполне себе неплохо. Даже превосходящая сила противника мы вполне себе выбиваем. Так что я думаю, мы отсюда сможем неплохую атаку развить. Начинаю атаку под Ленинградом. 30 моих дивизий. Если что, могу вам напомнить шаблончик. Это просто обычная пехота с ПВОшкой, артой, саперкой, разведкой. И с таким неплохим успехом, на самом деле, мы идем вперед. Я притом поставил ему неагрессивный план выполнения, чтобы потери были не такие уж и большие. Но здесь мы добрались почти до Одессы. Враг продолжает нас атаковать, но мы стоим, ловим его атаки и даже в контратаках понемногу продвигаемся. Мы же с вами тут восстанавливаем унию. Получаем литовские, польские, латвийские территории национальными. Ну-ка, давайте-ка пропустим день, посмотрим, реально ли это так. Так, отлично, национальное, все. Прекрасно. У нас теперь и рекрутов побольше, и промышленность получше. Ну и дальше у нас доступны железные дороги, расширение верфей. Давайте лучше развивать армию, ибо она у нас хоть и небольшая, но должна быть сильной и боеспособной, дабы с советами разобраться и не затягивать это на очень-очень долгое время. Британцы высадились под Одессу, не поверите, но да, такое тоже бывает. Кроме того, румыны дали им проход, и теперь они тут прям пытаются взять Одессу. А я же в это время сделаю котел. Ну, надеюсь, мне его дадут, да. О, хорош. Котелочек какой прекрасный, посмотрите-ка. Зря они свели сюда очень много войск, желая именно такую ударку сделать. Они даже танки здесь потеряли, прикиньте. 1 130 000 уже потерь. И да, британцы здесь начали развивать атаку. Вот зараза. Ладно, давай попросим право на проход войск. Иначе у нас каждый раз будет сбиваться фронт, и это будет очень-очень неудобно. Призываю в это противостояние Украину. Ну и теперь смотрите, как неплохо две наши армии начинают атаковать. Советы явно такого не ожидали. Потери у них не сильно растут, ровно как и у нас, но мы все равно откидываем. Сейчас наша цель дойти до Киева, потом оттуда уже, как вы понимаете, до Ростова и Сталинграда. Но на севере мы пока стоим, я не прорываюсь, он здесь порой нас сам атакует, а так, да, Ленинград надо взять, ну и потом дорога на Москву, чтобы нам открыли возможность прожать вот этот вот фокус. Нам как раз надо контролить Москву, Киев, Сталинград и процесс капитуляции больше 50. Тогда мы с вами сможем стать славянским союзом. 5 ноября 1941 года взяли Киев, притом достаточно так неплохо, хороший узел под нашим теперь контролем, ну и Советы продолжают уступать на этом фронте. Север же пока стоим. Кстати, посмотрите, как интересно. Я захватываю территории, они считаются моими национальными. Но увидите, да, это Киев, все прилегающие земли. Все это пока является моим национальным. Удобно. То есть у меня, да, здесь реально национальные профки повесили. Я думаю, откуда у меня столько людских ресурсов становится? Так я по нацпрофкам бьюсь. Ух ты ж. Неплохо, мы с вами идем, неплохо. В это время Франция решила забрать Крым. Ух, какие они агрессоры на самом деле. Но несмотря на все это, вклад у нас самый большой, так что я надеюсь, что Советы будут нашими. К январю 42-го добрались до Ленинграда, даже котел по дороге, как видите, сделали. Не такой, может быть, и большой, но все-таки. И самое приятное, я наконец-то здесь налаживаю снабжение, потому что здесь очень неудобные ЖДшки. Мне как раз надо сейчас взять Новгород, почти добраться до Ленинграда, чтобы ЖДшка здесь соединилась, и у меня наконец снабжение по всему фронту пошло. Теперь через 10 дней у меня до сюда будет идти снабжение и станет попроще. Ну а так, вы видите этот прорыв? Мы с вами почти до Ростова дошли, здесь союзники, кстати, в него высаживались, но подавили их. А так мы с вами уже немалый блок территории захватили. Правда, Советы не думайте, что сдаются, они восстановление военной мощи прокачивают, бонусы, у них уже Красная Армия одни бонусы почти имеет. Так что, чем дольше мы затягиваем это противостояние, тем сильнее становятся Советы.
Неплохо, да, у меня пехота держится с обороной в 1500, с учетом дебафов еще от нехватки припасов. Нормально, нормально, советы, удачи вам выбить все это добро, удачи. Но я наконец-то сейчас дострою здесь снабжение, хотя бы до 2-го уровня, я думаю, попроще станет. Самое прикольное, посмотрите, что я сейчас сотворю. Я ЖДшку здесь отрежу. Все. Вот эта вот армия сейчас полностью окажется в котле. Не знаю, рады они этой новости или же нет, но выбора уже у них не будет. Остается лишь смириться с той судьбой, которая их ждет. Давай, 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 давай. Все. Посмотрите на этот приятный котел. Все, теперь я единым фронтом пошел в атаку. 2,5 миллиона, у нас 300 тысяч потерь. Ну и советы не сильно-то на самом деле капитулировали, с учетом того, что потеряли много земель. Все-таки Владивосток еще здесь вот есть. И я очень сильно надеюсь, что нам с вами до него не придется добираться. А так, из котла они выбраться не могут, я оставил здесь небольшое количество войск. И даже, наверное, давайте уже самостоятельно будем этот котел закрывать. Ибо, как я вижу, сопротивления нам тут уже особого не оказывают. Июнь 1942 года, мы стоим по линии Ростов, ну и почти Ленинград. И смотрите-ка, советы пошли в контратаку. Это немного даже, я бы сказал, больно и опасно, хотя они 3 миллиона солдат потеряли, наполовину почти капитулировали. Но местами они все-таки нас могут пробить, потому что мы не везде удобно еще центры захватили. Хотя, нет, стоим. Ух, ну и спасибо на этом. Мы все-таки выстоим, не сдадим земли, и самое важное, я надеюсь, мы сейчас Липецк соберем. О, хорош. Давайте, да, пробиваться к Липецку. Надо еще один торговый узел забрать. И мы так постепенно, кстати, можем, если до Сталинграда доберемся, отрезать... А, нет, да, до Сталинграда доберемся. Просто отрежем тогда весь Кавказ от снабжения. Посмотрите, как это удобно. Раньше такое так легко было бы не организовать, а теперь Сталинград взять, и все, у них снабжения уже нет. Хотя даже не совсем Сталинград, вот. Приграничную территорию взял, и у них уже снабжение не пойдет. Контратакуем сами теперь. Вполне себе неплохо, кстати, идем. Все с теми же самыми стандартными шаблонами, мы все равно продолжаем давить. Ну а тут к Москве со всех сторон тоже продолжаем двигаться. А вот здесь вот реально тяжелая ситуация. Дороги крепкие, советы прям дороги очень хорошо расширили. Но для того, чтобы добраться до этих дорог, надо сначала пройти места, где вообще снабжения нет. Это, кстати, да, доставляет слегка. Ну ничего, сейчас к Туле подберемся, заберем ее, и будет явно попроще. Здесь уже снабжение пойдет. Здесь к Сталинграду рвемся. Единственная проблема, что под Ленинградом я вообще ни в какую не могу не продвинуться, ничего. Такое ощущение, что здесь все просто стояло будет. Но с другой стороны, это логично, он по ЖДшкам прям встал, а я по тем путям, где мне снабжения не хватает. И из-за этого все проблемы как раз и есть. А, все. Мне можно уже даже не идти к Сталинграду. А вот этот узел самое важное сейчас забрать. И все, он не сможет снабжать свой юг. Вообще классно, посмотрите. Бамс. Давай, забирай. Все. У Советов больше нет снабжения с Сталинградом и с прочими регионами. Он тут сейчас будет без снабжения. Хотя до Сталинграда дойти тоже дело своеобразной чести, поэтому мои войска здесь таким клином, смотри, прям идут. Хотя, все, Сталинград сейчас будет наш. В июле 42 года бои за Сталинград выиграны. Поздравьте нас. И кроме того, узел есть, так что сейчас пройдет немного времени, и снабжение здесь нормализуется. Но также мы без проблем с вами движемся на Кавказ. Здесь, как видите, все. Движ без снабжения висит. Они больше не могут снабжаться. Единственный их шанс Сталинград сейчас отбить, но даже если они его отобьют, то толку в этом особого нет. Ох, а на севере-то, посмотрите, какая борьба идет. Ну и, собственно, у Москвы тоже борьба идет активная. Здесь он пытается меня сдерживать. Но на самом деле, если мы сейчас пустим просто на Москву войска, то, я думаю, проблем-то мы особых и не испытаем. Здесь есть укрепление? Да, 3-го уровня укрепления. Кроме того, оборона Москвы, смотри, стоит. Защита дивизии на нацтерриториях. Пытается меня остановить. Но, несмотря на все это добро, я продолжаю идти вперед. Москва должна стать нашей. Да и, собственно, по всему фронту, как видите, весьма уверенные и хорошие атаки. Как я понимаю, Советов мы все-таки с вами пересилили. Да и вдобавок к этому сделали концепцию между морями, сразу же так, союз с балтийскими государствами пропущен, все. Вот оно, наше Междуморье, посмотрите, какое красивое, большой такой альянс, сильный вполне себе. Мы даже можем против союзников в будущем выступить. Ну и давайте дип-миссию в Северное море. Там достаточно много стран, с которыми есть шансы все-таки договориться, ну хотя бы даже с финнами.
5 августа 42 года мы взяли Москву, взяли. Я уж хотел сказать, сейчас отбьют, но нет. Не отбили, мы захватили Москву. Еще и оборона Москвы висит. Ух, спасибо. Спасибо за оборону Москвы. Кроме того, посмотрите под Ленинградом, какая красота. Там новая столица. Но мы вот здесь вот, если сейчас наши войска все-таки смогут, еще один котел своеобразно сделают и столицу отрежут. Давайте, продолжайте атаковать раз за разом. У Советов сейчас вообще со снабжением должно быть на какое-то время большие проблемы. Связано это как раз с тем, что столица переехала, главный узел забрали. Так что нам будет, наверное, полегче. Хотя, не знаю, все равно с трудом пробиваем. Хотя, посмотри, стоило убрать войска, прекратить атаку, он сразу такой, одна дивизия. Ну так, одну дивизию, если постараться, можно-то и проатаковать вполне себе. Давайте, я тут как раз эту армию сдерживаю. Ваша цель простая, пробиться сейчас внутрь, давай еще на сдерживание. Все, пробились, отлично. Все, Ленинград тоже окружен, и получается, им сейчас нечем снабжаться. То есть вся сейчас советская армада будет без снабжения. Кстати, странно, что в Ленинград переехал. Ну, не, логично, конечно, тоже столица, но Владивосток было бы поприятнее, наверное. Хотя, Сибири тащить тоже снабжение не ахти. Сейчас пройдет какое-то время, здесь уже нехватка снабжения, в скором времени оно станет еще больше. О, это, кстати, ожидаемо. Австрия голосует за объединение с Германией. Дело я тут называется «Красивая граница вам», а Германская империя все равно сожрала Австрию. Ну и давайте, я ж теперь могу провозгласить славянское единство. Теперь, когда вся русская и польская территория находится под нашим контролем, мы намерены достигнуть того, чего не удавалось до нас ни одному царю. С согласия и одобрения как русских, так и поляков мы объявим объединение славянских народов. Ура! Товарищи. Да, посмотрите, все, снабжения просто нет. То есть все дивизии нам показывают, что снабжения у них нет. Они не могут здесь ничего сделать, так что в этом плане мы победили. Давайте до Астрахани здесь доберемся быстро, я самостоятельно им помогу это добро сделать, чтобы у нас тут был хороший удобный узел. А то, как я вижу, здесь союзнички немножко прикрывают и не дают нам нормально к снабжению пробиться. Здесь как раз своеобразный котелок организовался. Хотя, по сути, все уже в котлах, если так подумать. Потому что мы с вами отрезали Ленинград. Да, оборона Ленинграда, пускай держится, нам-то какая разница. Нам только в плюс. Я, кстати, не знаю, почему Советы... Либо это нельзя, либо же они не хотят переводить снабжение в другую область. Я просто с этим не сталкивался, поэтому не могу точно сказать, какой же из выборов на них влияет. В итоге в котлах здесь 11 дивизий, там еще несколько было. Здесь все это сейчас в котлах, мы забираем спокойно победные территории. Но и все равно у Советов еще 18%, я думаю, даже если мы Ленинград заберем... его забрали, но не мы. Союзники, я прям вас не люблю за такое дело. Ну, кстати, дипмиссия в Финнах. Нация с большей вероятностью присоединится к Польскому альянсу. То есть только в Финляндии мы можем. Если просто смотреть на цвет, то получается, что белые против красных как будто бы сейчас противостоят спустя 20 с лишним лет. Но ничего не поделаешь. Такое вот у нас тут тяжелое противостояние. Кстати, все, я дальше уже на советские земли с такой уж легкостью продвигаться не могу. Слишком тяжело становится, снабжения во многих местах не хватает. Теперь снабжение переехало в Владивосток у Советского Союза, но мы, к счастью, отрезали весь север. То есть, видите, вот эта вот линия идет, и вот эта вот линия идет. Ну, еще и третья. Они снабжают более-менее эти участки. Но мы сейчас отрежем, во-первых, вот здесь вот, заберем Куйбышев. И тогда получится весь юг будет вообще без снабжения. Вся вот эта ветка в итоге станет бессмысленной. Ну и все. Славянский союз, да здравствует, ура! Романово, Славянский союз. 3 флага у нас тут совместилось. Я так понимаю, Богемия, Украина и Польша. Ну и по людским ресурсам у нас теперь должно стать вообще все прекрасно. 5 миллионов. Ух, 5,2 миллиона. Нормально, нормально. Самое приятное, конечно, то, что сейчас не надо тратиться на подавление. И по поводу столицы. Она ведь у нас осталась там, где была? Да, в Варшаве, все окей. Ну, я просто думал, мало ли она переедет там в Москву или еще куда-нибудь. Нет. Все осталось как есть. Ну и нам остается лишь немножко добить Советов. Хотя дело это тоже непростое, остается еще 8%. А дальнейшие территории почти без снабжения. На самом деле, надежда, что союзники бы сюда высадились, но здесь японцы, и они через них пока не могут пробраться. Декабрь 42 года у Советского Союза остается 5%, 5 миллионов потерь, где-то еще 200 дивизий, но промку уже 60, все. Кроме того, мы здесь, смотри, Мурманск отрезали как удобно, здесь прям еще чуть-чуть. Ну и, как вы понимаете, на основном фронте все тоже уже не гладко, у них снабжение вот только по центру идет.
Он, конечно, пытается, сдерживать эти участки, но мои войска даже на автоплане неплохо себя ведут. По потерям, да, конечно, почти миллион солдат потеряли, но это даже никак не равняется с немцами, где мы почти 2 с лишним миллиона слили, здесь так, чуть-чуть. Ну что ж, 25-26 января, остается здесь уже почти, ну не знаю, 2-3%, да, 2%. Мы сейчас забираем Архангельск, кроме того, Мурманск взяли, уже как раз потихонечку подъедаем. И, конечно же, здесь самое важное, мы уже под Ижевском, скоро возьмем Пермь, Златоуст, Челябинск. И Советы, надеюсь, после этого падут. А так они до сих пор держат очень много войск. А, все. Смотри, кстати, 21-20. Ух. Можно было коллабу прокачаться, но я что-то как-то этим не занялся. Поэтому, как вы понимаете, я этого не сделал. Так бы Советы могли пасть намного раньше. Ну, ничего страшного, мы еще получим военный счет. У нас и так он уже 90. Но все равно не помешает поднять. А то союзники явно захотят сюда влезть и где-нибудь неудобно что-нибудь явно заберут. Какую-нибудь марионетку сделают, еще что-нибудь. Вот прям... Что? Как? Простите, то есть Япония, воюющая с союзниками, каким-то образом пропустила их высадку под Владивосток? Честно говоря, я в это в жизни не поверю, чтобы... Серьезно, они здесь преимущество вообще не держат? У Японии флота, что ли, нет? Да нет, 200 кораблей. А, так подожди, серьезно, они Окинаву уже потеряли? И Вадиму? Ух. А, ну я вижу. Франция в Камчатке, как вам? Французы пытаются из Камчатки как-то побеждать. Нормально так. Франция замещает местных чукчи, да, как я понимаю. Но даже если они заберут, я думаю, раньше смогу капитулировать, чем они тут Владивосток отберут. Хотя, даже если помогут, я не против. И, видимо, все, да? Да, с 13 на 14 февраля Советы пали. Нормально, у нас 3000 и по 200 и по 100 у Соединенного Королевства и Штатов. Давайте мириться. Ну, как и было ожидаемо, первый ход и Крым, все. Там сделали вассалы, да, Советским Союзом, да? В итоге, ну, как вам сказать, я почти все забрал, все, что пытался. Но посмотрите сюда. Здесь у нас свободный Крым, Грузия, Абхазия, часть других республик. Мне вот единственный вопрос. А, то есть моих корок здесь больше нет, да? Ну, только в Крым. Ладно, хорошо. Значит, придется... А, вот еще на эти 3 республики. То есть придется их со временем возвращать. Кроме того, да, Российскую Федерацию они все-таки сделали в Одессе. Сюда бы еще Троцкого прописать, и был бы идеальный союзник для союзников. Ну а мы с вами воплотили мечты Славянского Союза. Я так-то забрал все основные территории, за исключением вот тут некоторых по побережью. Ну и как я понимаю, остается нам теперь только подкопить силы и вдарить по союзникам, выгнать их отсюда, захватить эти земли. Еще под конец, конечно же, разобраться с Танутувой, чтобы у нас тут не было комментарных атак между моря. Смотрите, какой блок территории забрала. Ну и вдобавок ко всему, что самое приятное, у нас теперь 6,5 миллионов рекрутов. Хорошая такая промышленность, еще немало вассалов, ну и, конечно же, для красоты не помешало бы присоединить все эти страны. Но, если так подумать, это уже дело времени, потому что усмирение марионеток идет, кроме того, я их активно застраиваю. А по фокусам мы всю основную подветочку Романовых с вами завершили. Нам теперь только можно дороги настраивать, улучшать нашу армию, ну и готовиться к битве против союзников, которые на самом деле сильны, но... Учитывая то, что под нами вся промка, вся территория, все люди Советского Союза, Европы, это уже не выглядит такой уж и большой проблемой. Нам даже в какой-то степени сейчас нужно помогать именно Японии, которая теряется. А тут 600 дивизий, это, конечно, немало, и промков 1000 с лишним, но я бы не стал так сильно переживать. С учетом того, что французов можно быстро через Бенилюкс будет победить, отдать их немцам. И, между прочим, серьезно, вы посмотрите сюда. Во Франции 62% коммунистов. Ладно, хорошо. Такое тоже возможно. Но выглядит это, конечно, странно, то, что во Франции столько коммунизма, и они прям идут к победе. В общем, теперь мы с вами можем спокойно перегруппировать свои войска, силы и двинуться на союзников. Кроме того, воплотить как раз план по приведению Войтека к власти. Ну, то есть сходить на Иран, захватить его. Тут как раз, кстати, коммунизм тоже хорошо растет. Потом выделить из себя Италию свободной, повоевать с ней немножечко. И короновать Войтека. Надеюсь, вы ждали этой серии. Мы наконец-то воплотили Славянский Союз. Ну и если вы хотите продолжение, где мы с вами разберемся с союзниками и присоединим своих вассалов, то поддержите данный ролик своими лайками и комментами. Здесь еще много можно чего сделать и сотворить за нашу с вами Анастасию Романову.